Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами историей о необычной парочке, чье путешествие началось в самый разгар бурных событий. Представьте мир, где после долгих лет мира вспыхнула гражданская война, бросившая вызов судьбе целого народа. Города превратились в руины, и народы севера не смогли остаться в стороне от этого пламени войны. И вот, в самый критический момент на сцене появляются двое неподражаемых героев. Первый — это странствующий рыцарь черного змея, Дайнслейв. Но не спешите с выводами о его образе. Его одежда больше походила на женский наряд, что, безусловно, вызывало недоумение. А его спутница? Миниатюрная девушка в смешно большом хаоре. Их появление не могло не привлечь внимания. Когда они подошли к заставе у подножья горы, их встретил стражник. Он спросил странный вопрос: «Кто идет?» На что рыцарь ответил с уверенностью, несмотря на неубедительность своих слов. Но его уверенность вызвала сомнения у стражника, который все же решил их проверить. И что вы думаете? В мгновение ока 3 стражника оказались на земле, поверженные неизвестным способом. И вот тут девушка, спутница рыцаря, не без иронии заметила, что он, видимо, с самого начала планировал такой исход. Эта история – лишь начало их невероятного путешествия по миру, охваченному огнем древней вражды. Сможет ли принцесса, предрекаемая принести разрушение, и ее необычный спутник изменить ход истории? Их дорога обещает быть полна опасностей, тайн и, без сомнения, неожиданных поворотов. Во второй главе нашего приключения наши герои продолжают искать истину, которая скрывается за пророчеством о принцессе, несущей разрушение. Их путешествие становится еще более увлекательным и набирает романтические нотки, когда они пытаются разобраться в своих чувствах и намерениях друг к другу. Представьте эту картину. В безымянном горном святилище, освещенном лишь мерцающим пламенем, сидит принцесса с черными волосами. Рядом с ней рыцарь черного змея. В воздухе витает напряжение, когда принцесса задает резкий вопрос о том, разделяет ли рыцарь общепринятое мнение о ней как о разрушительнице. Ее вопрос и вызывает неожиданную реакцию рыцаря, который, кажется, совсем не задумывался об этом аспекте их отношений. Диалог между ними переходит от легкой шутки к серьезным размышлениям о судьбе и предназначении. Рыцарь пытается уйти от ответа, утверждая, что принцесса, по сути, сама спасла себя, ведя себя как настоящий лидер. Но когда дело доходит до сути пророчества, рыцарь черного змея внезапно меняет тон, подчеркивая, что идея о принцессе, приносящая разрушение, может быть всего лишь предлогом для войны. И вот здесь история обретает новый поворот. Рыцарь уверенно заявляет, что скоро принцесса сама увидит, что истина о разрушении мира может оказаться не такой, какой ее представляли. Эти слова загадочны и обещают намек на глубинные разоблачения, которые ждут наших героев. В третьей части нашего рассказа наши герои, рыцарь черного змея и принцесса Люмин, сталкиваются с реальностью войны, которую часто описывают как ад. Но то, что они увидели, превзошло все их самые мрачные представления. Оказавшись на поле боя, они словно шагнули в истинный ад на земле. Представьте это зрелище. Земля, лишенная жизни, засохшие деревья и люди, напоминающие скорее ходячих мертвецов. Все вокруг казалось высушенным и мертвым, словно жизнь была высосана из самой сути этого места. И вот наши герои узнают ужасающую правду о войне, бушующую вокруг Селестии уже более 100 лет. Война, которая, казалось бы, должна была истощить ресурсы и богатства воюющих сторон в первые 10 лет, продолжалась благодаря запретному знанию или бездне. Это заклинание, высасывающее жизненную силу из всех живых существ и самой Земли, питало могущество рыцарей черного змея, позволяя войне продолжаться. Фракции Каэнрия, использующие эту зловещую магию для достижения своих корыстных целей, сражались друг с другом, но вне зависимости от исхода битв, земля продолжала умирать. В этот момент рыцарь черного змея обращался к принцессе с роковым вопросом: «О, принцесса, несущая разрушение! Разве ты не видишь, что этот мир уже разрушен?» Эти слова заставляют задуматься не только принцессу, но и нас, слушателей. Они подчеркивают глубокую иронию ситуации, в которой принцесса, предрекаемая принести разрушение, видит мир, который уже лежит в руинах. Четвертая часть истории переносит нас в мир, где наши герои сталкиваются с эхом прошлого,
скрывающимся за похороненными тайнами рыцаря Черного Змея. В этой главе мы узнаем больше о сложной истории страны Каэнрия, превратившейся в безжизненную пустошь, и о судьбе рыцарей Черного Змея, которые когда-то объединились против общего врага. Представьте себе бескрайние бесплодные поля, окутанные тишиной, на фоне которых два рыцаря Черного Змея. Наш главный герой, которого мы условно назвали Зеленым рыцарем, и его недавно появившаяся противоположность, Бледный рыцарь, стоят друг против друга, но не для битвы. Эта встреча наполненная воспоминаниями и раздумьями о прошлом. Диалог между Зеленым и Бледным рыцарем раскрывает глубокую рану, оставленную борьбой с фракциями Каэнрия. Наивные надежды на возрождение Каэнрия рассеялись, как только стало ясно, что уничтожение врага не принесло мира. Земля продолжала умирать, а страна, лишенная защиты, превратилась в место для разграбления. Герои, победившие зло, оказались неспособны защитить свою землю от новых угроз, и в конце концов только 2 из 13 рыцарей Черного Змея остались в живых. Эта глава не только история о прошлых битвах и потерях, но и о том, как трудно бывает смириться с реальностью, когда все, что ты верил, оказывается иллюзией. Зеленый рыцарь, на мгновение погруженный в воспоминания, напоминает нам о ценности прошлого и его влиянии на настоящее. Однако Бледный рыцарь призывает вернуться к реальности и решить нерешенные вопросы, подчеркивая, что, несмотря на всю боль прошлого, перед ними еще много испытаний. 5-й том нашего повествования переносит наших героев, рыцаря Черного Змея и принцессу Люмин, в самое сердце мира, Селестию, где они сталкиваются с возможностью окончания их долгого и трудного путешествия. Этот момент становится кульминацией их поисков, их надежд и страхов. На вершине Селестии, окруженные таинственными фигурами, одетыми в одежды Фанеса и его тени, наши герои вступают в ожесточенный диалог о судьбе мира. Принцесса Люмин, несмотря на предостережение рыцаря, горит желанием спасти мир, веря, что именно ради этого она и рождена. Но рыцарь, опытный и уставший от бесконечных попыток изменить невозможное, убежден, что мир обречен, и никакие жертвы не смогут его спасти. В разгар их спора старший из Селестий вмешивается, пытаясь пролить свет на истинную цель запретного знания, инструмента, созданного для поддержания жизни в умирающем мире. Однако рыцарь Черного Змея, отвергая эти слова, кажется, не желая признавать, что могут существовать какие-то надежды на спасение. Этот момент, полный отчаяния и разочарования, кажется, ставит под вопрос все, ради чего наши герои прошли так далеко. Но в то же время они открывают пространство для размышления о возможности возрождения, о цикличности разрушения и создания новой жизни. Может ли разрушение, принесенное принцессой, в конечном итоге привести к началу новой эры для мира? Этот том завершает эпическую историю Люмин, принцессы павшего народа. Но как и во всякой хорошей истории, конец одной главы лишь предвестник начала другой. Правда о мире, которая в конце концов раскрывается, несет в себе горькую иронию судьбы и неизбежности. Представьте последние страницы этой главы. Рыцарь Черного Змея идет в одиночку по безграничной пустыне, отражая тяжелую судьбу мира, который, казалось, уже завершил свой путь. План Селестии исполнен, и весь мир поглотила пустота, оставив лишь вопросы о будущем. В этом мире, куда ушла вся жизненная сила, начал ли он перерождаться, или же это окончательный закат? Рыцарь, одолеваемый мыслями о принцессе, чья судьба была уничтожить мир, задается вопросом, чего же можно ожидать дальше? Можно ли найти новый путь, новый мир, где их действия могли бы иметь другой исход? И вот на пороге этой неизвестной пустоты рыцарь Черного Змея решает продолжить свое путешествие. Его шаги ведут его к новым мирам, новым историям, где, возможно, он сможет найти то, чего так искал в предыдущем – спасение, новое начало, мир без конца и безграничных разрушений.